Представьте, вы офисный работник, устроенный в компании конкурента IKEA Room Inc. Вы засиживаетесь допоздна в офисе, за окном идет снег. Вы решаете пойти проверить подвал перед тем, как уйти. Садитесь в лифт, но когда приезжаете, понимаете, что в подвале, в котором обычно в такое время никого не бывает, горит свет. Вы не хотите искать приключений на свою задницу, зайдя в лифт, хотите уехать. Но вы действительно думаете, что оно теперь вас отпустит? Когда вы будете ехать на саму игровую локацию, вы сможете заметить плакат, висящий на стенке лифта. Миссинг Лара Клауренс. Кто это такая и какую связь она имеет с миром этой карты? Давайте сначала. Лара Клауренс — это, судя по всему, прототип реального человека, пропавшего приблизительно в то же время. Лара Ран, пропавшая без вести в своей квартире в 1970 году. События карты, судя по календарю на стене, происходят в январе 1987 года. Это дело примечательно тем, что Лара одной неблагополучной ночью исчезла из своей квартиры. После застолья родители и дочь ложились спать. В то время мать услышала подозрительные звуки, доносящиеся из коридора. Решив проверить источник, она обнаружила, что все лампочки по пути в комнату дочери были физически извлечены из цоколей. Войдя в комнату дочери, на мгновение мать заметила тень, которая также быстро исчезла. Увы, Лары в комнате уже не было. Лару так и не нашли. Бродя по нижнему этажу в поисках выхода, в один момент вы можете услышать странный звук, который вы быстро узнаете. Это же телефонный звонок. Вы, окрылены надеждой, что кто-то вам сможет помочь, бежите. Но, увы, взять трубку у вас так и не получится. Кстати, на записи вы можете увидеть, что света уже нет. И это не просто так. Свет выключается на уровне с определенной периодичностью в 5 минут 12 секунд. С чем это связано, мне пока не удалось установить. 911 emergency. Do you require На уровне вы сможете найти также различные надписи, которые гласят о неком Бобе, который любит музыку и живет в этом месте. Думаю, вы понимаете. В нашем личном компьютере и компьютере в бэкруме мы можем найти письма, которые, судя по всему, сотрудники отправляли друг другу. Некоторые из них гласят о том, что из-за пропажи людей в магазине клиенты стали уходить к конкуренту, а именно в Икею. Также в одном из писем говорится о той самой черной херне, которая ест людей и сотрудников. И все же в начале ролика я слукавил, что мы не сможем выбраться. На деле действительно существуют способы, при которых мы можем выбраться из подвала. Ну, во-первых, мы можем просто не спускаться в подвал. Достаточно спуститься по лестнице и уехать, но тогда, как минимум, не узнаем истории.
Если мы хотим все же более или менее интересную концовку, нам необходимо будет немного побродить по уровню. Если нам повезет, мы найдем торговый автомат, за которым окажется потайной проход, ведущий в офис, где затем мы вызовем полицию. Если же нам повезет чуть меньше, мы найдем дверь, ведущую на лестницу. Сначала может показаться, что это лестница конечна, но окажется, что она ведет в небольшой сарайчик в 2 милях от основного офиса. Остальные концовки непонятны или так или иначе ведут к смерти главного героя.